Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как сделать флорентийское восковое аромасаше и изящную подставку к нему. Итак, понадобится белая свеча. Я ее измельчаю и отправляю плавиться на водяную баню. Ну и пока свеча плавится на водяной бане, расскажу, что можно использовать в декоре. Подойдут различные сухоцветы, высушенные полевые травы, зерна кофе, коробочки растений, веточки лаванды и так далее. По сути, подойдет все то, что вы считаете эстетичным. Я вот, к примеру, буду использовать высушенные нарциссы. Также нужно подготовить аромамасла. Их можно приобрести в интернет-магазинах или посмотреть в отделах «Все для бани». Я планирую остановиться на масле лаванды и розы. Но в роли формочек могут выступить лоточки от васаби и имбиря из заказов роллов. К этому времени свеча полностью расплавилась. Добавляем сюда выбранные эфирные масла. Переливаем воск в подготовленную емкость. Толщина моих саше будет чуть больше 1 см. Оставляем все это в покое буквально на 20-30 секунд, чтобы воск начал немного застывать. Затем помещаем внутрь выбранные травы. Если есть лаванда, помещаем ее, но у меня есть полевая трава шалфей дубравный, который визуально мне напоминает лаванду. Еще я украшаю это саше высушенным цветком нарцисса и коробочками гибискуса. Оставляем саше застывать примерно на 2-3 часа. В это время я намереваюсь создать подставку под восковое саше, чтобы воск не оставлял следов на других поверхностях. И сделаю ее из строительного гипса, который представлен в магазинах под наименованием Алибастер. Эта 2-килограммовая пачка гипса была приобретена мной в прошлом году и стоила она весьма скромно, до 50 рублей. В ненужную емкость наливаем воду и добавляем гипс. Тщательно перемешиваем, и если масса окажется жидкой, добавляем еще гипс. Гипс я переливаю в аналогичную емкость, в которых создавала сами аромасаше. Оставляем гипс застывать на сутки. Затем извлекаем из формы и затираем наждачной бумагой отпечатавшуюся от дна тары маркировку. Эту поверхность я намереваюсь декорировать. Образовавшиеся частицы пыли стряхиваем и протираем заготовку слегка влажной салфеткой. Грунтуем изделие со всех сторон. Затем я крашу подставку белой акриловой краской. Ну и для декора выбрала вот такой мотив декупажной карты. Укладываю ее на подставку и обвожу карандашом внутренний ее контур. Вырезаю данный мотив. Затем наношу на обратную сторону декупажной карты клей-лак. Можно использовать клей ПВА, разбавленный водой. Приклеиваем изображение к центральной части подставки. Мне показалось, что картинка излишне интенсивная по цвету, поэтому ее тон немного приглушила белой краской. Переворачиваем изделие и приклеиваем мини-ножки. В роли ножек могут выступить бусины. Я у себя нашла белые бусины под мрамор и даже не буду их красить. Клею на момент кристалл. Кстати, такое восковое саше, которое я делала сегодня, отлично держит аромат. Соответственно, если его поставить где-то в шкафу, то аромат будет радовать действительно долго. Ну и в завершении подставку полностью покрываем матовым лаком для декупажа и оставляем сушиться на пару часиков. Саше полностью застыло. От стенок емкости оно само отделилось, достаточно было надавить на дно формы, и оно легко извлеклось. Ну вот, теперь восковое саше можно спокойно ставить на открытых полочках и полочках в шкафу, не опасаясь, что на поверхности останутся восковые пятна. Ну и, конечно же, отдельного внимания заслуживает оформление саше. Такие вещицы смотрятся максимально мило и эстетично. Спасибо за просмотр. Обязательно берегите себя и своих близких. До новых встреч!